Приветствую вас, друзья! У нас расклад на замужество. Конечно, я смотрю это для женщин, но если мужчины присоединятся, я сделаю акцент на мужчин, то есть замужество или женитьба. Давайте рассмотрим, в ближайшее время, давайте полгода посмотрим. Это не важно, когда вы нашли этот расклад, значит, вас сюда притянуло, здесь есть для вас информация. Будет у нас 3 варианта. В камнях я не очень разбираюсь. Вот это, по-моему, лазурит, это не нефрит, а авантюрин. Но вот это аметист я точно знаю. Давайте посмотрим замужество, да, женитьба, замужество в ближайшие полгода. Конечно, можно было бы и год взять, ну, хорошо, полгода. Опять же, я вас не ограничиваю. Выбирайте сами. У нас 3 варианта. Первый, второй, третий. Выберите один из вариантов. Мы посмотрим и причины отсутствия брака, перспектив, ну и в то же время заглянем в ваше будущее. Но делайте акцент на то, что это общий расклад. Какую-то информацию вы здесь получить можете. Хорошо. Замужество или женитьба в ближайшее время. 3 варианта. Если вам нужно больше времени, останавливайте видео. Мы начнем с первого варианта для тех, кто выбрал лазурит. Давайте посмотрим перспективы вашего замужества в ближайшее время. Или женитьбы, да. Извините, мужчины. Не будем никого обижать. Так. Начнем мы с вашего сигнификатора и с настоящего. Что? Кто вы? Что вы? Старший аркан мир. Ну, во-первых, карта говорит, что заканчивается один этап вашей жизни, начинается следующий. Но еще, может быть, это общение, коммуникации. Может быть, вы в поиске. Так, хорошо. Ну, давайте еще одну карту здесь. Да. Сигнификатор и 9 пентаклей. Ну, карта говорит, вы на пороге новой любви. Но по миру. Тут то ли вам нужно проявлять коммуникацию, общение. Это еще может быть знакомство через интернет. Может быть, человек вообще в другом городе, в другой стране. Но и вы сейчас именно готовы к новым отношениям. К чему-то более серьезному. Так, давайте посмотрим ваше прошлое. Какие у вас были ситуации, причины в прошлом. Ох, тут у вас 2 короля. Так, хорошо. Будущее. Предостережение. Совет. Здесь вам нужно выбор делать. На дне колода императрица. Здесь вы должны сделать выбор. У вас есть 2 человека. Ну, тут больше, может быть, для женщин. Тут 2 короля. Карта говорит, что вы сейчас общаетесь. Вы готовы, но вам трудно выбрать. А жизнь все равно вас поставит перед выбором. 5, да, конкуренция. Так, вам не видно. Угу. Давайте вот этот вот предостережение я положу сюда. Хорошо. Здесь конкуренция есть. Вот ситуация, да, жадность. И мне и тут нравится, и этот нравится. Этот может быть обеспеченный. И сейчас пока для женщин говорю. А этот жаркий, горячий, сексуальный. Но 2. Вот не могу выбрать. И тот мне нравится. Будущее, да? Ну, мы стоим на распутье. Вот у нас 1 и 2. Нам нужно выбрать, а мы не знаем. А вам совет-то говорят, выбор-то все равно придется делать.
Тут как бы по умеренности она говорит, может быть, не стоит пока спешить. Вот реально, если вам тяжело выбрать, не торопитесь. Тут еще, знаете, может быть так, что кто-то из этих двух королей женат. То есть вам нужно будет дождаться судебного решения, то есть развода. И только после этого вы можете получить статус императрицы. Королева Пентаклей. Одержать победу над какой-то дамой. Но это, скорее всего, вот король Пентаклей, королева Пентаклей. Может быть, здесь есть отношения с свободным человеком и есть отношения с женатым. Тут в любом случае у вас какой-то выбор. Я хочу вот этого пажа уточнить. Тут, может быть, даже у вас есть еще ребенок. Сейчас. Туз Пентаклей. Тут может быть беременность, зачатие. И тогда уже судьба вас поставит перед выбором, от кого вы забеременеете, с тем человеком вы останетесь. Да. И мне думается, что это король Пентаклей. Это или представитель земной стихии. Держать победу. Ну и солнце. Замужество вас ждет. Но почему-то все, карты все подсказывают, что вам нужно вот выбрать из претендентов. Скорее всего, это 2 претендента. Но не торопиться с этим выбором. Но тут я говорю, умеренность и туз Пентаклей могут говорить о том, что выбирать-то вы выбираете, но вас подвигнет к этому выбору зачатие. Поэтому я думаю, что вы не в поиске отношений, нет. Вы уже на пороге перемен в вашей жизни. И, скорее всего, у вас есть 2 претендента. Для мужчин здесь может быть все то же самое. Может быть, здесь карта показывает, опять же, 2 женщин. И вот беременность одной приведет вас к принятию этого решения. Так что императрица — это смена статуса. Это получить колечко на пальчик, это стать хозяйкой дома. Императрица, да, это обрести вот социальный статус. Ну, у кого-то здесь еще и беременность. Такой у нас получился первый расклад. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Давайте посмотрим для тех, кто выбрал второй вариант. Авантюрин. Какие перспективы у вас женитьбы или замужества в ближайшее время? Что у вас сейчас происходит, что там идет из прошлого, ну и в будущее ваше. И советы. Второй вариант. Авантюрин. Перспективы женитьбы или замужества. Что у вас? Сначала ваш сигнификатор. И ваше настоящее. Так, ну понятно. Прошлые ситуации идут. Прошлое. Ситуации, причины. Что вас ждет в будущем? Предостережение и совет. Семерка жезлов. Тут, смотрите, сейчас, конечно, вы ограничены в отношениях, в любви. Была какая-то потеря. Были отношения. Здесь паж кубков, паж пентаклей и умеренность. То есть был один, был второй или одна вторая. Ну, по пажам это завязывались какие-то отношения, но ничего серьезного. Сейчас это карта эмоционального выгорания, одиночества, ограничений в любви. Может быть, и самоограничение, конечно.
Умеренность — это восстановление после, ну, неудачных партнерских отношений, так сказать. Что вас ждет в ближайшее будущее? Еще один паж, опять знакомство, розовые очки, окончание этих отношений. Тут одни пажи. То ли карта показывает вас, что вы еще очень юны, может быть, еще незрелые, не умеете создавать отношения. Дьявол, или попадаете в какие-то зависимости, или чересчур окунаетесь в эти отношения, отдаетесь полностью, как бы в ущерб себе. Наивность. Тут прямо прослеживается ваша наивность. Люди какие-то попадаются совсем не те, которые вам нужны, по дьяволу. Может быть, с зависимостями, может быть, какие-то манипуляторы, может быть, люди несвободные. То есть вот наступление на одни и те же грабли. Смерть. Ну, во-первых, предостережение, да? Различайте, когда вам говорят одно, а делают другое. Не попадайте в зависимости, не манипуляторам. Не проявляйте в отношениях недоверия, ревность. Ну, пажи, я вот тут пажи. То ли вам попадаются какие-то незрелые люди, то ли вы еще очень молоды. Здесь в совет вам ложится карта смерть. Нужно что-то менять. Меняться нужно в первую очередь вам самим. Это период трансформации. Это когда мы понимаем, что мы хотим получить от любви, от отношений. Не вот этих вот пажей. Пришли, ушли. Только вам доставляют раны, наносят вам вот боль. Потом вы после этих отношений восстанавливаетесь. Карта говорит, не втягивайтесь в те отношения, у которых нет будущего. Ну, какие-то зависимые. Для кого-то даже, может быть, карта говорит о физическом куда-то перемещении. Если вы ограничены там, где вы находитесь, может быть, вы живете в каком-то маленьком поселке, в каком-то маленьком городе, где вот все друг друга знают. Вы понимаете, что это не ваши люди. Может быть, реально есть смысл куда-то переместиться. Но по смерти это мы освобождаемся от чего-то ненужного нам, какого-то хлама, и у нас появляется, то есть место, у нас появляется возможность для новых начинаний. Но тут в первую очередь вы должны поменять себя, чтобы вот такие пажи к вам не притягивались. Семерка — это, знаете, еще бороться с собой. Это побороть какие-то свои, может быть, взгляды. Или наоборот, это вот сейчас отбиваться, да, не хочу больше никаких этих пажей, которые доставляют мне раны, и я потом восстанавливаюсь очень долго. Колесница, говорю, вам нужно куда-то уехать по миру. Вам нужно куда-то переместиться или менять все-таки свои мировоззрения и брать управление жизнью в свои руки. Не допускать больше вот этих незрелых людей в свою жизнь. Фу, ну тут прям обновление. Тут или обновление, или какое-то путешествие, переезд. Это может быть другой город, а может быть вообще другая страна. Ну, во всяком случае, это советуют вам карты, а решение это принимаете вы. Так у нас получился второй расклад. Пока, конечно, замужества я у вас или женитьбы не вижу. Вы пока еще должны сами что-то поменять в своей жизни. Благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. У нас третий вариант для тех, кто выбрал аметист. Давайте посмотрим ваши перспективы. Замужество, женитьбы в ближайшее время. Ну, мы в начале расклада смотрели где-то полгода. Неважно, когда вы нашли это видео. Здесь идет информация, время здесь не имеет значения. Третий вариант для тех, кто выбрал аметист. Замужество, женитьба в ближайшее время. Ваш сигнификатор, ваше настоящее. Прошлое. Какие прошлые причины, ситуации? Это
это же тоже влияет на наше настоящее и влияет на наше будущее. Ваше будущее. Предостережение и совет. На дне колоды семерка кубков, десятка и смерть. Да, здесь кто-то, может быть, пережил расставание и развод. Тут или были очень длительные отношения, может быть, вы жили даже вместе, или здесь ждали вы человека, когда он наконец-то закончит отношения с кем-то, там выйдет из брака и придет к какому-то знаменателю. Если вы состояли в браке, тоже опять может быть какое-то очень длительное время. Здесь карта говорит, была ситуация, когда вы защищали эти отношения, этот брак, но тут по девятке человек нанес вам удар в спину. То ли тут было предательство, может быть, измены. Тут у вас какие-то иллюзии упали, да, и вы эти отношения закончили. Какие-то очень длительные, болезненные. Да, все, вы эту дверь закрыли. Сейчас вы в поиске, в активном поиске. Может быть, вы общаетесь через какие-то коммуникации с кем-то. По миру, карта говорит, общайтесь. Вы на пороге новых отношений. Мир — это может быть окончание одного этапа вашей жизни, одиночество, да, начало следующего. Но в вашу жизнь входит любовь. Но этот партнер будет кармический. Здесь будет очень сильное притяжение. Это, знаете, когда мы знакомимся, и у нас чувство, что мы знали этого человека всю жизнь. Кармически, как правило, не бывают легкие отношения. Почему вам совет говорят? Работайте над ними. Потому что предостережение, шут, новое знакомство, новая любовь. Но здесь нужно окунуться, во-первых, в эти отношения. Но еще это может быть или отношения через мир. Вот куда-то вам придется уехать, и вы должны быть к этому готовы. Может быть, другой город, другая страна, как вариант. Но еще при начале новых отношений учтите вот эти свои старые ошибки. Может быть, ваши какие-то неправильные действия привели к потере вот отношений или брака. Иллюзии убирайте. То есть смотрите вот на нового человека, который придет в вашу жизнь, более реалистично. И тут рыцарь переходит в короля. Мужчины созреют до брака. Да, вот в полгода брак вас ждет, но работайте над этими отношениями, развивайте их, преодолевайте какие-то вместе трудности, проблемы. Тройка — это, знаете, когда мы чеканим какое-то мастерство. Но мы смотрим любовь. Значит, любовь надо тоже оттачивать. Над ним надо трудиться. И ваши совместные действия приведут, ну, я думаю, что к браку. Потому что смерть, перемены в жизни, и у нас рыцарь перешел в короля. То есть мужчина сам созреет до чего-то более серьезного, до предложения руки и сердца, предложения жить одним домом. Но у женщин здесь рыцарь, новые отношения, новая любовь. И мужчина переходит в короля. То есть он готов взять ответственность за вашу любовь, за ваши отношения, за ваше социальное благополучие. Но это человек, который способен на самые глубокие и сильные чувства. Больше мне сказать вам нечего. Общайтесь. Да. Так у нас получился третий расклад. Я желаю вам любви. Всего вам хорошего. До свидания.